Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. В этом видео я расскажу, как можно дать новую жизнь старым джинсам. Для этого я использовала коробку из плотного картона и пластиковую квадратную тару. Первое, что надо сделать, это покрыть клеем ПВА коробку, чтобы она просохла. А у пластиковой тары надо убрать ручки и слегка зашкурить. Делаем раствор. 2 стакана цемента, 1 стакан клея ПВА и 1 стакан воды. Раствор должен получиться средней консистенции. Наносим раствор на тару и приклеиваем армирующую сетку для швов. Берем старые джинсы, обрезаем штанины и нарезаем на маленькие прямоугольники или квадраты. В остаток раствора мы добавляем 1 столовую ложку клея и полстакана воды. Размешиваем и в этом растворе смачиваем нарезанную ткань. Потом приклеиваем на тару с наслоением друг на друга. Оставляем сохнуть наши заготовки. Делаем укрепление внутри картонной коробки. Наносим клей тонким слоем и даем просохнуть несколько минут. Делаем раствор. 2 стакана цемента, полстакана клея и 1 стакан воды. Наносим раствор и приклеиваем армирующую сетку. Вырезаем из любой ткани 2 донышка, приклеиваем внутри и снаружи. Оставляем сохнуть наши заготовки сутки.
Делаем раствор. 2 стакана цемента, 1 стакан клея и примерно 2 стакана воды. Раствор должен получиться очень жидким. Смачиваем джинсы и натягиваем на 2 пластиковых бутыля и формируем изгибы. Оставляем сохнуть наше изделие на 12 часов. Для укрепления каркаса делаем раствор. 1 стакан цемента, полстакана клея и 1 стакан воды. Обрабатываем всю поверхность 3-4 раза с промежуточной просушкой в полчаса и оставляем сохнуть на 2 суток. Достаем бутыля и укрепляем внутри наше изделие. Делаем раствор. 2 кг цемента, 1 стакан клея и пол-литра воды. Раствор должен быть крепким и наносим на предварительно смоченную поверхность равномерным слоем. Делаем заключительное укрепление. 2 стакана цемента, полстакана клея и пол-литра воды. Обрабатываем наше изделие внутри и снаружи этим раствором. А в остаток раствора потом добавляем цемент, делаем очень крепкий раствор, усиливаем дно горшка и делаем подставки. Дно пол-литровой банки я смазала растительным маслом. И достать их надо через 3-4 часа, когда раствор схватится. Декорируем наши изделия половинками сухого гороха. Они создают эффект заклепок. Приклеиваем их на клей ПВА. Два других горшка нужно слегка зашкурить и зачистить края ткани для четкого рисунка. Покрываю клеем ПВА, приглаживаю нитки и декорирую также половинками гороха.
Делаем дренажные отверстия в наших горшках. Приступаем к покраске наших изделий. Это эмаль PF 115, полуматовая, для внутренних и наружных работ. Покрываем этой эмалью все наши изделия. Оттеняю акриловой эмалью цвета серебро и прорабатываю тонкой кистью каждую горошинку. После того, как наша краска высохла, покрываю лаком. Вот такие горшки в нестандартном стиле у меня получились. Спасибо вам за просмотр.